И вновь приветствую вас на канале Скользкая Механика. Сегодня мы будем разбирать вентилятор бытовой. Вот такая вот у меня штуковина есть. Будем смотреть, почему он не работает. Что-то вот с ним произошло. Работает от USB питания. USB. Такой вот пластиковый, китайский. Еще сначала подумал, вот косяк, китайцы вверх ногами, даже чай наверх ногами написали. Потом понял, что просто вентилятор наоборот поставил. Все нормально, все в норме. Так, поехали разбирать. Посмотрим, что у него в чреве. Один саморез уже кто-то потерял. Да ладно, он нам не нужен. Сеточка. Пластиковый винт. Снять получится, нет? Оп, просто напялен сюда. Тут у нас что? Моторчик. Давайте доберемся до него. Так, есть внутри электродвигатель маленький. Что-то все перемотано, уже кто-то пытался ремонтировать. Здесь у нас что? К выключателю два контакта. Давайте попробуем посмотреть, нормально ли они держатся. Ага, на шару, да, исправить. Маркировочка вот такая есть. Что у меня подозрение, что один из проводков просто с плохим контактом, поэтому он не работает. На малярный скотч отремонтировал кто-то здесь. Так, снимем электродвигатель. Конструкция максимально простая. Особо рассказывать нечего, но мы посмотрим все равно, чего там есть. Втулка, на которой закреплен электродвигатель. Непосредственно сам электродвигатель. Сколько тут? 5 ватт. Очень мощный. Категорически мощный движок. Да, тут тоже все. Господи помилуй. Что это? Как это? Кто это? Один контакт вообще отсутствует. Что такое? А, это он только что оторвался. Ну, понятно, почему он не работает. Будем паять. Итак, приступим. Оголим проводки. Под спайку. Это все также оставим, просто запаяем нормально, по-человече. Ой-ой-ой-ой-ой. Кошмар. Кошмар. Так, вот такая штука у меня есть. Несгораемая. Подключаем паяльник. Да. Я уж немножко освоил азы пайки. Что, не фурычит? Что, не фурычит? А не, вот вроде пошел. Короче,
обязательно нужна кислота паяльная, иначе ничего не, олово не будет прилипать к контактам. Возьмем. Так, нужен бы мне какой-нибудь тампон для того, чтобы контакты обрабатывать. У меня его нету. Ну, давайте так, таким способом попробуем. Методом окунания обработаемся, как получится, кустарным способом. Так, где какой провод, понятия не имею. Так, есть у меня вот олово. Такой вот. Неудобно. Немножко резанем. Так. Погнали. Красный к красному, черный к черному. Так, тоже кислоту. Чпоньк. Чпоньк. Залудить немножко. Угу. Сразу прилипает олово на обработанные участки. Так. И сюда его немножко. Там его, конечно, достаточно. Что ты? Куда ты? Куда же ты, друг? Да, пайщик из меня, конечно, тот еще. Есть. Еще кусочек. Теперь черненький. Нормалек. А куда был синенький? Ничего не понимаю. А, красненький-то неправильно припаял. Ну, бывает. А, черный туда он надо было. Сюда синий. Сюда синий надо. Синий тоже обработаем. Коротенький, блин. Как оно было, я не помню. Будем надеяться, что так. Припаяли. Так, короче, я перепутал контакты. Как обычно. Черный с красным. Давайте быстренько поменяем их местами. Как бы между прочим. Я уже небольшой навык получил в пайке. Получается довольно быстро. Давайте синий тоже нормалек зафигачим как следует. Ой, все в кислоту упало. Кошмар. Обработаем как следует. А как следует? Так как я обрабатываю, так и следует. И так сойдет. О, то, что надо. Ну, давайте попробуем. Сейчас выключим паяльничек. Включим в розеточку блок питания. Попробуем, будет ли крутиться. Так, что у нас тут? Выключено. Не задеть бы паяльник, как обычно. Так, внедряю USB выход. 1 секундомер. Так, чуть не лезет. Кто-то гнездо тут разворошил. Сейчас немножко. Так, включаю розетку. Чик. Нет контакта. Где проблем? Я бы, конечно, проверил мультиметром, но у меня его нету под рукой.
поэтому возможности проверить им тоже нет. О, гудит. Вот, заработал. Плохой контакт у самого движка внутри. Сейчас мы его попробуем поправить. Будем разобрать. Ну конечно. Вот тут контактики. Внутри статор, ротор с обмоткой и контакты к валу. Контакты кривые, косые. Сейчас мы их поправим. Во всяком случае, попытаемся. По идее, должно заработать. Вот с двух сторон касается. Да, один усик у контактов загнулся. Поэтому контакт плохой. Угу, поправили. Немножко поднатянули. Внедряем его туда. Сразу проверим. Все работает. Собираем в обратном порядке. Как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте варежку вверх. И в следующий раз разберем что-нибудь более интересное.